Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. У этого малыша, как говорится, еще молоко на губах не обсохло, а уже руки тянет. Девятое место. Да, Тэхён действительно сделал это во время интервью Billboard. Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Чимин намекает, что Чангук и Тэхён – пара. Это безумие, потому что Чангук и Тэхён так интимно и крепко обнимаются, почти целуясь». Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук сказал: «Ненавижу СМС и звонки». Также Чангук, когда дело касается его Тэхёна. Седьмое место. Как Чангук хмурился, когда операторы разделили их. Шестое место. Поведение пары. Чангук такой хулиган, не могу. Чангук однажды сказал, что его лучшее рождественское воспоминание связано с тем, как он ходил в сауну с Тэхёном, когда они еще были стажерами. Пятое место. Такие трепетные касания, что бабочки оживают в сердце. Четвертое место. Забота. — 2018 год, мероприятие Эмга. Они были как магнит. А когда у Чангука болел зуб, и он сидел без настроения, Тэхён изо всех сил старался рассмешить его, и, как ни странно, у него это получилось.
Третье место. Новости. Чангук продолжает бить рекорды. Поисковый запрос Calvin Klein впервые за несколько недель достиг пика в 100% в Google по всему миру, после того, как пост с видео из рекламной кампании Calvin Klein завирусился в Twitter несколько дней назад, достигнув 42 миллиона просмотров. Чангук стал человеком с самой высокой по популярности и связанной темой в рамках бренда и превысил 6 миллионов взаимодействий в Твиттере на этой неделе. Пост 2023 года, и это даже не его личная страница, чтобы вы понимали весь масштаб его влияния. Когда Чангук покрасил половину головы, чтобы соответствовать Тэхёну, и сказал «любовь пополам». Медиа сообщают, несмотря на свою военную службу, Тэхён продолжает получать постоянное внимание поклонников по всему миру. Его выдающаяся внешность, эмоциональный вокал, навыки певца и автора песен, а также статус иконы моды упоминаются как факторы, способствующие его мировой популярности. Не только его музыка, но и его мода, искусство и образ жизни являются темами для разговоров, что делает его представительной иконой кей-поп. Всегда главный герой. Ровно 4 месяца осталось до возвращения этого красавчика. Не видно ничего, кроме глаз. Но как же они притягивают? Люди, которые говорят, что айдолы не любят свою работу, не должны включать в этот список Тэхёна. Просто посмотрите на него. Известный женский журнал Индии Femina включил песню Чангука Seven в список 60 лучших песен для спальни. Атмосферу в вашей спальне можно улучшить с помощью музыки. Будь то медленно и чувственно, прилив эмоций, ролевая игра или время обнимашки. Это лучшие песни, которые можно добавить в свой плейлист. Это единственная песня исполнителя кей-поп в этом списке, что подчеркивает интерес к творчеству Чангука. Давайте просто вспомним Чангука на Грэмми. Никто не может сдержаться, когда видит Тэхёна. Став и вежливые короли BTS. Став — это большая команда людей, которая облегчает жизнь BTS, как артистов.
В эту команду входят менеджеры, продюсеры, стилисты, визажисты, режиссеры, операторы, звукорежиссеры, охрана и многие другие специалисты. Стаф организовывает концерты, музыкальные видео и фотосессии, а также составляет расписание гастролей и управляет билетной продажей. Работы у Стафа много, у него все четко организовано и спланировано, без него не смогла бы существовать ни одна группа. Стаф делает макияж, укладывает и красит волосы, подбирает одежду, сдает в химчистку, отвечает за гардероб айдолов и так далее. На парней работает огромное количество людей, в том числе и охрана, которую мы периодически видим в аэропорту, а некоторые лица даже примелькались. Вот что такое стаф. Работа у них нелегкая, но многие из них отзываются о BTS как о добрых, порядочных и воспитанных людях с вежливыми манерами. Вот несколько комментариев, а также история от стафа. Наконец, после окончания съемок, моей последней задачей было вымыть пол. Пока я мыл швабру в туалете, туда вошел Чангук. Поскольку он был мировой звездой, а я всего лишь стафом, я не был уверен, могу ли я ему что-нибудь сказать. Чангук, который мыл руки, низко поклонился мне и сказал: «Спасибо за вашу тяжелую работу». Я очень удивился и выпалил: «Ах, спасибо. Вы тоже усердно работали. Это такая честь. Удачного дня». Улыбаясь, Чангук ответил: «Ах, ну день прошел. Спасибо. Хорошего дня». И ушел. BTS – звезды, которые проявляют уважение ко всем людям. Однажды мальчики участвовали в каком-то шоу на радиостанции. Одному из работников станции нужно было отнести кабели в отдел радио. Мужчина не смог воспользоваться лифтом из-за фанатов BTS и пошел по лестнице. В какой-то момент ему показалось, что груз стал легче, он обернулся и увидел, что это Тэхён держит болтающиеся концы. Ким Тэхён шел выбрасывать мусор и решил помочь этому работнику. Мужчина рассказывал, что видел много знаменитых людей, но от Тэхёна у него чуть не случился сердечный приступ. Типы любви к участникам. Версия с Тэхёном. Намджун – братская. Джин – защищающая. Хасок – безопасное место. Юнги – поддерживающие. Чимин – родственные души. Чангук – безоговорочная любовь. Чангук просто не может не похвастаться своим парнем, и мы его прекрасно понимаем. Тэхён с карамельными волосами, словно конфетка, так и хочется его съесть. Следующий отзыв о BTS также очень трогательный. Они всегда вежливы, даже когда на глазах валятся буквально с ног, но никогда не забывают отблагодарить нас за усердную работу. Я всегда благодарен и счастлив в такие моменты. Особенно Тэхён, он действительно чист как ребенок. Он единственный, кто думает о мелочах. Например, хорошая сейчас погода для съемок. А не голоден ли наш стаф? Вы хотите есть? Тэхён очень добрый. А еще его лицо очень симпатичное, наверное, это делает из него нереального человека. Несмотря на его детский вид и странный ход мыслей, он всегда сообразителен. Я думаю, что даже если бы у него была обычная офисная жизнь, то его бы все равно обожали коллеги. Кроме того, все 7 участников весьма солидны.
Я видел многих мужчин и женщин-айдолов, но BTS – единственная группа, которая не меняется в реальной жизни. Ну и последняя история о том, как много делает став для BTS, а мы порой даже не догадываемся. На одном из концертов были проблемы со сценой, которая в какой-то момент стала прыгать и в любой момент могла обрушиться. Несмотря на то, что сцена была построена в соответствии со всеми стандартами, была все-таки допущена ошибка, и в результате появился зазор между сценой и лифтом для поднятия сцены. В то время, как BTS выступали на сцене, огромная часть стаффа держали эту самую сцену снизу, чтобы та не обрушилась. Во время выступления стафф стали строить дополнительную защиту и ремонтировать сцену. Все закончилось хорошо, мальчики были в надежных руках, была проделана отличная работа. Вот так вот на своих плечах стафф удержал своих любимых королей. Вот кто такой стафф, и в этом заключается его работа. Такие люди всегда есть в команде у любого артиста и облегчают ему жизнь. Не со всеми группами и айдолами приятно работать, есть среди них заносчивые и капризные со звездой во лбу. Но только не наши BTS, которые хоть и короли, но скромные, вежливые и добродушные. Попробуйте соврать, что эта улыбка не заставляет вас улыбаться во все 32 зуба. Это последовательность фото, в которых Чангук не хотел отпускать руку Тэхёна, когда Тэхён хотел дотронуться до Чимина. Вашему организму не хватает персиков, не благодарите. Seven – мировой хит, который переписывает историю музыки. Когда Чангук выпустил Seven в июле 2023 года, мало кто мог предсказать огромное влияние этого дебютного сольного сингла на мировую музыкальную сцену. Перенесемся в сегодняшний день, и Seven не только стала сенсацией, возглавила чарты, но и укрепила статус Чангука как сольной сенсации в музыкальной индустрии. Seven недавно попала в заголовки газет, став самой высокорейтинговой песней азиатского солиста в топ-200 крупнейших глобальных хитов 2020-х годов. Согласно Talk of the Charts, это запоминающееся сотрудничество с американским рэпером Letow обеспечило 26-е место в этом престижном списке. Но это еще не все. Другие сольные треки Чангука Standing Next to You и 3D также заняли свое место в топ-200. Что делает это достижение еще более примечательным, так это то, что Seven – дебютный сингл Чангука в качестве солиста. Это свидетельство его огромного таланта и глобальной привлекательности, что он мог создать один из самых больших хитов десятилетия прямо из ворот. Реакция фанатов – приливная волна поддержки. Фанаты, известные своей непоколебимой поддержкой, наводнили социальные сети посланиями гордости и волнения. Один фанат красноречиво подытожил настроение. Он единственный азиатский солист, у которого есть 3 песни в топ-200. Не нужно, чтобы западный артист или американский лейбл был из списка, чтобы удержать его. Его влияние достаточно. Я так горжусь тем, что снова и снова он доказывает, что он самый успешный азиатский солист всех времен. Другие вмешались, называя Чангука глобальным хитмейкером и глобальной суперзвездой. Энтузиазм был ощутимым,
Поклонники восхищались тем, как Чангук достиг этого подвига с песнями из своего дебютного альбома «Golden». «Неудержимое путешествие Seven», выпущенный 14 июля 2023 года, Seven быстро стал глобальным феноменом. Но его успех на этом не остановился. По состоянию на 29 января 2025 года песня была в чартах в течение невероятных 80 недель на Billboard Global 200, что делает ее самым продолжительным сольным треком кей-поп-исполнителя в этом чарте. Это также первая песня азиатского сольного исполнителя, которая провела 79 недель как на Billboard Global 200, так и на Global Excl. As Charts. Золотое прикосновение. Сольная карьера Чангука. Seven было только началом сольного путешествия Чангука. Его дебютный альбом Golden включает в себя 11 треков, которые демонстрируют его универсальность как артиста. От сотрудничества с Major Lazer и DJ Snake до сольных баллад, которые задрагивают сердечные струны, Golden является свидетельством роста Чангука как музыканта. Что дальше для Золотого Макне? В настоящее время Чангук отбывает свой обязательный военный срок, зачислившись на службу в декабре 2023 года. Поклонники с нетерпением ждут его возвращения, запланированного на июнь 2025 года. Несмотря на его отсутствие на музыкальной сцене, влияние Чангука продолжает резонировать во всем мире. При этом Seven и другие его треки сохраняют свою популярность в чартах по всему миру. Поскольку мы смотрим в будущее, ясно одно – сольная карьера Чангука только начинается, и если Seven является каким-либо показателем, мы можем ожидать еще многих рекордных хитов в ближайшие годы. Есть тут у нас козероги. Козерогам быть очень сложно. Козероги особи достаточно закрытые, все говно держат в себе. И за вечно серьезные мины козероги чаще всего слышат свой адрес, мол, ты мне изначально не понравилась, но как пообщался с тобой, сблизились, я поняла, что говно в тебе все-таки есть. Вот что козероги умеют, так это из любой проблемы выйти сухим из воды, даже если, сука, на них башанет Посейдон. Чего они не умеют, так это признавать, сука, свои ошибки. Всегда, падла, найдет что ответить, даже если там море фактов. На крайняк скажет, ну вот такой вот я человек. Знакомьтесь, Чон Чангук, домашний, сонный и всеми любимый. Уверяю, вы посмотрите это видео не один раз. С таким названием, как Biggie Jean, неудивительно, что участник Джин приступил к работе всего через 5 дней после завершения своей военной службы. Взбирается ли он на гору Холосан или участвует в ремейке классической варьете-игры, он работает на полную катушку, чтобы всех рассмешить. Как звезда шоу, Джин не только принимает у себя множество знаменитостей, но и общается с разными прохожими, такими как дети, в интернет и детских кафе. Удивительно, но несмотря на все происходящее, Джин неизменно дружелюбен, вежлив и весел. Другими словами, Айдол излучает свою фирменную веселость и аутентичность. Мы поговорили с Рюсом Кхуэем, главой команды по планированию оригинального контента студии Hype Media, который работал над первым сезоном Run Джин, вышедшим в 2024 году, и сценаристом Ю Джон Мином, чтобы заглянуть за кулисы и найти вдохновение для шоу. Run Джин начинается с того, что Джин поднимается на гору Холосан. Джин с энтузиазмом взялся за различные сложные, но выполнимые задания и локации, чтобы все было интересно и увлекательно. Рю Сангуэй сказал, на самом деле именно Джин придумал название Biggie – Джин.
В наши дни многие сериалы на YouTube используют формат ток-шоу, но ему, похоже, тоже нравились различные шоу. Он особенно хотел сняться в «Опасном приглашении». Поэтому мы последовали его примеру и взяли за основу концепцию варьете, спланировали эпизоды соответствующим образом и сосредоточились на том, чтобы использовать испытанный формат варьете и обновить его в соответствии с новыми тенденциями. Поскольку Джин был первым в группе, кто прошел военную службу, мы также рассмотрели все с точки зрения производства, чтобы тщательно продумать, как мы могли бы использовать шоу, чтобы выразить его благодарность фанатам. Мы хотели показать, насколько решительно Джин был настроен отдать все свои силы фанатам, и именно так родился поход на гору Холосан. Даже Джин узнал о своем походе только после того, как увидел его в тизере, который вышел сразу после его мероприятия с обнимашками. Как он сам говорил в интервью, Джин испытывал сильное чувство ответственности в связи с этим перерывом в работе, как самый старший участник и первый, кто вернулся из армии. Вопрос на миллион. Что за грозный взгляд, Ким Тэ-хён, и кому он предназначен? Шеи, на которой я мог бы висеть вечно. Короли этого мира. Мы, конечно, благодарны, что компания больше не одевает их в кожаные вещи, но может еще разок. Этот взгляд Тэ-хёна так и кричит: «Я съем тебя». Фетишистам рук Тэ-хёна привет, остальным соболезную. Восемь лет назад Тэ-хён в Твиттер: «У меня есть очки. Пожалуйста, не дразните меня, говоря, что это выглядит странным». Это Ким Тэ-хён, он же булочка с корицей, он же булочка, которая может убить.
Забавный Тэхён. Тут идеально все. Второе место. Это так интимно. То, как Чангук смотрит на Тэхёна. Его мир будто остановился, и он с полным восхищением, заинтересованностью, вниманием и любовью наблюдает за Тэхёном. Все против Тэхёна, кроме Чангука. Тот, кто всегда понимает, соглашается и поддерживает Тэхёна. Первое место. Наши Чангук и Тэхён на концерте Гарри Стайлза. Вы только присмотритесь. Это так мило, то, как Чангук трогает ушко Тэхёна. Такой небольшой интимный моментик, и нам дали его слегка подсмотреть. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.